Кто здесь? Это знак его присутствия. Всем привет, друзья! Перед тем, как мы начнем, у меня для вас отличная новость. Мой первый роман «Голос», который меня написал, теперь официально доступен и на Озон. Это мой первый авторский дебют. Мрачная, жесткая история про грань между мистикой и человеческим безумием. Про закрученный сюжет и дьявольский обман. И если вы любите настоящую тьму без цензуры, забирайте электронную версию книги на Озоне или Литресе по ссылкам в описании. Всем привет, друзья! Сегодня я снова отправился на поиски дома с полтергейстом. Дело в том, что моя прошлая поездка была неудачной. Кто не смотрел мое видео прошлое, обязательно посмотрите. А сейчас я доехал именно до того места, где в прошлый раз я застрял. Сегодня я, конечно, более подготовленный. Купил себе вот такие сумки. Там у меня и лебедка, и трос. Все теперь вожу с собой. На данный момент я проехал 15 километров. Сейчас у меня еще 15 километров в пути. Поехали. Дорога, честно говоря, просто жесть. Как бы снова нигде не встретить. И она вся такая. Если по центру только пройду, нормально будет. Далее путь, друзья, превратился в настоящее испытание. Дорогу размыло, и квадроцикл постоянно буксовал, застревал и скользил в грязи. Практически на каждом метре. Я изо всех сил старался удержать его по центру, посередине. Ну, все без толку. И это лишь оказалось превью к тому, что меня ждало дальше. К сожалению, дальше у меня снимать не получилось, так как впереди было глубокое болото. И моя техника просто-напросто там бы утонула, а объезда не было. Стало понятно, что к дому с полтергейстом придется искать другой маршрут, заходить с противоположной стороны. Но делать это в темноте – это полное безумие, так как наступал уже вечер. И тут меня осенило. Я вспомнил про тот заброшенный дом, который еще приметил во время пешей прогулки. Помните из моего предыдущего видео, когда я застрял и мне пришлось идти пешком 30 километров? В общем, я подумал, а почему бы не остаться на ночевку прямо в нем?
Итак, друзья, я слегка в грязи, но ничего страшного. В общем, ситуация какая? Сейчас уже темнеет, закат, вечер. Квадроцикл еще грязнее меня. Если я сейчас поеду ночевать в машину, то эти все испарения, я так уже пробовал. Вся эта сырость, она поднимается вверх. Я, как помните, сплю на втором этаже в машине. И это не очень. На улице оставлять квадроцикл и спать в машине я тоже не особо хочу, чтобы квадроцикл был на улице. Я вспомнил про тот дом, который, помните, когда я пешком шел, увидел. Сейчас вам покажу снова. Это сарай, а там рядом есть какой-то дом. Сарай-то разрушен. Сейчас поеду посмотрю, может быть там вообще не один дом. Видно, что заброшенная. У меня с собой есть переодевашка, вода, я помоюсь. Вот. И думаю переночевать в этом доме. Тем более у меня есть с собой и еда, и спальники. Ну и спальник. Как-то так. А завтра продолжим пробовать добираться до этого дома с полтергейстом, до которого мне все никак не добраться. Не знаю, как насчет съемки дороги. Дорога не очень. Возможно, поснимать не получится. Сейчас посмотрим, может там вообще переночевать или нет. Бардак, конечно, жуткий. Слушайте, на чердаке вроде более-менее чисто. Думаю, можно где-нибудь на чердаке расположиться и спокойно поспать. Также на чердак можно принести еду. В принципе, печку использовать как столик. Вот. Или найти более что-нибудь поинтереснее. Какой-нибудь ящик. Ну и у меня есть спальник и специальная подстилка, чтобы, так сказать, спальник не грязнился. Поэтому и здесь мягко. Так что я думаю, самое оно.
гораздо лучше, чем ехать в машину. Итак, друзья, сегодня ночую в этом доме. Сейчас я помоюсь, переоденусь и отнесу все вещи в дом и выйду с вами на связь. Пока разгружался, вдруг неожиданно пошел дождь. Теперь отсюда и при большом желании сейчас не уедешь. Ну, если только, конечно, под дождем. Итак, друзья, пришло время ужина в заброшенном доме. Сегодня буду готовить впервые на такой плитке. Чтобы не таскать с собой газ и газовую плиту, взял плитку на сухом горючем. Готовить буду вот такой узбекский плов. Ну, как готовить? Разогревать. Итак, друзья, насчет горелки. Слушайте, вещь замечательная, занимает максимум мало места. И это не реклама, потому что я даже не называю марку, если что. Просто мало ли кому пригодится, и кто-то забыл об этом способе разогрева себе еды. А так у меня получился небольшой импровизированный столик. Там я буду спать, попозже покажу. Еда нагрета, чаек, хлеб. Сейчас кушаю и, в принципе, ложусь отдыхать. Да, какой минус? Желательно иметь небольшую кемпинговую сковороду, чтобы разогревать, потому что в этой банке разогревать не очень. Плохо мешать, все вываливается. Всем привет, с вами бомж Тим Морозов, который спит на чердаке заброшенного дома. А чтобы я не спал на чердаке заброшенного дома, ссылка на донат в описании. Ладно, теперь к сути. В общем, я покушал, сейчас собираюсь отдыхать. Я бы сказал, что здесь довольно-таки уютно и как-то атмосферно, и в этом что-то есть. И хорошо, что я не поехал обратно ночевать в машину. Но, правда, буду спать сразу прямо в одежде, потому что накрываться неохота, спальный мешок сильно теплый, а на улице довольно-таки сейчас тепло. Если ночью замерзну, то обязательно залезу в спальный мешок. Ладно, друзья, увидимся завтра. Доброй ночи. Здесь есть кто-нибудь? Там есть кто-нибудь?
Тут есть то? Друзья, я сейчас дремал. Мне кажется, что полностью не уснул. И в этом дреме сквозь сон услышал, что внизу кто-то ходит. К сожалению, камера этого не записала, потому что они были выключены. Я не собирался в этом доме ничего снимать. И да, не спорю, мне могло это и присниться, учитывая то, чем я занимаюсь. Но, тем не менее, мне спать тут же перехотелось. А спать надо. Сейчас немного посижу, послушаю. Если больше ничего не услышу, то постараюсь снова уснуть. Кто здесь? Кто здесь? Кто бы или что бы здесь не был, оно явно слышит меня. Когда я говорю, звуки сразу прекращаются. Может, какая птица в окно стучит. А я себе придумываю сразу паранормальное.
Здесь есть то? Это еще что? Фух. Можно расслабиться. Это 100% шумело какое-то животное. Видите, трава помята. Возможно, оно тут живет или пряталось от кого-то. Или было не выбраться, залезло. И пока я шел, его напугал. Вот оно, наверное, и это еще что? Или здесь все-таки есть кто-то? Здесь есть кто-нибудь? Кто бы ты ни был, я вижу, что ты подаешь знаки своего присутствия. Ты можешь ответить мне? Да что ж такое? Здесь дырка в форточке. Может, ветром дунуло. Если меня кто-нибудь слышит из потустороннего мира, ответьте мне.
Это не из-за меня. Я ее точно не задевал. Это знак его присутствия. Здесь что-то есть. Если ты меня понимаешь, но не можешь говорить в рацию, стукни куда-нибудь один раз. Ты здесь? Ты прячешься от меня? Ты боишься меня? Не бойся. Я не сделаю тебе ничего плохого. Ты можешь поговорить со мной при помощи рации. Если не можешь, стукни в стену один раз. Если можешь, ответь по рации. Дело вот в чем. Он не издает стука, о котором я прошу. Получается, он может со мной поговорить, но почему-то не хочет. Не слышал никаких слов, только помехи. Возможно, это даже не призрак пытался выйти со мной на контакт, а поймал какой-то сигнал. Стукни один раз, если это ты пытался выйти со мной на контакт. Один стук. Нет.
это означает что-то другое. Не понимаю, что это может означать. Вот такой вот финал первой части. Прямо сейчас, друзья, я покажу вам трейлер второго видео. Дальше начинается самое интересное, но перед этим буквально пару слов. Мою первую книгу, роман «Голос», который меня написал, можно забрать прямо сейчас на Литрес, либо на Озон. Ссылки внизу. Полная вторая часть этого видео выйдет ровно через неделю. Но для тех, кто хочет узнать, что было дальше самыми первыми, мое видео уже выложено на Boosty и на YouTube для спонсоров. Подписываясь на спонсорские площадки, вы не только смотрите видео самыми первыми, но и помогаете мне снимать новые видео и организовывать эти сложные поездки. Спасибо каждому, кто меня поддерживает. Ой, друзья, выглядит очень... Я не помню, чтобы у меня такое было.